Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Очевидный выбор. Парни в очередной раз показывают нам свое истинное отношение к ЛГБТ-сообществу. Ребята предпочитают одежду, ювелирные украшения. Часто мы узнаем, что они слушают музыку, которую создали и исполнили люди, принадлежащие к ЛГБТ-сообществу. Сначала мы видим Тэхёна в ЛГБТ-толстовке, гуляющего по публике, а затем Чонгука толстовки в поддержку этого сообщества. Тэхён гулял в толстовке Disney Pride ЛГБТ. Также он одел свою команду в те же толстовки и веселился с ними. На Чингуке футболка от бренда его брата Graffiti Might из новой коллекции Реловлюция, которая была выпущена в Прайд месяц. Девятое место. Общий гардероб. 14 июля Чингук презентовал свой долгожданный сингл Seven. Песня мгновенно стала хитом среди армий, которым очень понравилось зрелое звучание песни. Клип, который был снят на трек Чингука, поразил не меньше. Помимо прекрасного сюжета, армии были шокированы одеждой Чингука, и это вызвало море обсуждения. В клипе на Чоне была надета футболка бренда Эрл. Казалось бы, ничего особенного, футболка как футболка, но не тут-то было. Совсем недавно мы видели точно такую же футболку на Тэхёне на концерте Бруно Марса. Футболка, которая была на Вигук, называется «Возлюбленной». Чонгук описал Seven так. Лирика Seven означает быть со своим возлюбленным человеком все время. Как и в названии песни, с понедельника до воскресенья. Теперь нам понятно, что они хотели этим сказать. Как оказывается, на Чингуке была куртка от Селин. Стилист сказал, что он сам выбирал бренды для клипа. Ну, вы понимаете, да? У ребят общий гардероб, либо парная одежда. 8 место. Тэхён – самый большой фанат песни Чонгука. Многие ведь знают, что перед выходом трека нужно разогревать поклонников, периодически транслировать информацию о новом материале. Чем занимается специальная команда, пиар-менеджеры. Вот и Тэхён так тонко и изящно нам рассказывает о том, что выходит долгожданный сингл Чингука. Тэхён выложил в историю социальной сети фотографию, на которой изображены 3 карты – JK и цифра 7. Конечно же, все догадались, что это означает – Чингук и 7. Цифры означают песню Seven. После своего выступления он показал руками число 7. Также у ребят есть тату с этой цифрой, которая символизирует число участников – тату дружбы. У Чонгука возле уха, а у Тэхёна над коленкой. Кстати, фото с картами, скорее всего, было сделано в день концерта Юнги. Spotify Чингука спросили,
кто был первым, кому он дал послушать трек Seven. И Чунгук ответил, что это, конечно же, был Тэхён. Он поделился треком со своим близким и любимым человеком. И да, посмотрите еще на это. Это брелок, который был запечатлен на Тэхёне. А теперь посмотрим на это. У меня округлились глаза, когда я увидела это все. Это так символично и тонко, по-моему, здесь и говорить ничего не нужно. 7 место. Малыш. У Тэхёна есть худи, которое в свое время он частенько надевал. Видимо, оно ему очень нравилось. На худи написано «Пёти», что в переводе с французского означает «маленький», также используется в значении «милый малыш». И просто вспомните, как Чунгук буквально подошел и напомнил Тэхёну, что он малыш, указывая на надпись. Ребята не упустят шанса позаигрывать. 6 место. Чунгук – фотограф Тэхёна. Чунгук выглядит как фанат Тэхёна, который хочет запечатлеть своего кумира любыми способами. Хотя подождите, что значит выглядит? Он же и есть его самый главный фанат. Ради хорошего кадра своего Хёна даже на крышу заберется. И ничто ему не помеха. При помощи снимков человек стремится запечатлеть момент и оставить его в своей памяти навсегда. Так люди пытаются остановить время и насладиться мгновением. А фотографируем мы только то, что нам очень нравится. Чунгук обожает Тэхёна, он для него как самый прелестный цветок. 5 место. Я знаю, чем ты занимался на досуге. Близкие люди – это люди со схожими взглядами и интересами, которые часто проводят время, но даже если они не рядом, то все равно интересуются друг другом. И знают, например, чем их близкий человек занимался на днях. Тэхён. Я пошел на процедуру для ухода после работы пару дней назад. Что это было за процедура? Чунгук. Это маникюр. Чунгук единственный, кто знал о маникюре Тэхёна. Другие ребята этого не знали. Это что-нибудь значит для вас? 4 место. Кольца Вуга. Неделю назад в аэропорту на Чунгуке было кольцо Шанель. Это кольцо Тэхён носил в 2021 году. Впервые он надел его 5 апреля. Такие же кольца есть у Вуга Сквад. Чунгук начал часто с ними тусоваться. 5 апреля парни назвали свое единство Тэгук. Чонгук. Мы Тэгук. Тэхён и Чонгук. Тэхён. Тэгуки, если говорить более мило. 3 место. Без камер. Никак не могу забыть, как в 2019 году блогер заметила Вику на их вечернем свидании в кино в Пусане. Тэхён и Чонгук вместе ходили на вечерний показ фильма «Паразиты» в Пусане. Блогер была с ними в одном лифте. По ее словам, данный кинотеатр хорош и пуст поздней ночью. Как раз подходит для тех, кто желает уединиться. 2 место. Распорядок дня. Следующий эпизод окутал меня своей теплотой.
и еще больше нахожу ответов на некоторые вопросы. Чонгук. Я был хорошим мальчиком. Я ложился и просыпался рано. Тэхён. Он и сейчас рано ложится спать и встает. Хасок. Правда? Тэхён. Да. Мне кажется, что Тэхён приоткрыл перед нами завесу своей личной жизни. Первое место. Мы смеемся вместе, мы плачем вместе. Помните, когда Тэхён плакал во время их выступления в Лос-Анджелес, и Чонгук с Чимином подошли, чтобы утешить его за кулисами? Тогда Чонгук сказал: «Это то, что ты чувствуешь, когда видишь, как я плачу?» Только близкие и любящие люди могут испытывать боль от страданий любимого человека. Поэтому очень часто в присутствии дорогого нам человека мы можем сдерживать свои эмоции. Вижу твои слезы, я плачу тоже. Мы смеемся вместе, мы плачем вместе. Я думаю, эти простые чувства были для меня всем. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!